Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Рыбы. Таро расклад, старинный цыганский пасьянс. События ближайшего времени. Что произойдет или случится со дня на день, давайте узнаем. И я не ставлю специальных сроков, у кого-то это за пару дней происходит, у кого-то идет в растяжку, добрые дела наспех не делаются, есть такой момент. У кого-то вообще может ничего не совпадать, и так бывает. Ну, давайте узнаем все же. Как альтернативный вариант, узнаем, что нам подскажут карты. А я предлагаю вам вот ту тему или какой-то задуманный вами вопрос, то, что вы хотите осуществить, может быть, это вас беспокоит, тревожит. Ну, как заполняет все ваши мысли. Переложите на те значения карт, которые выпадут. Я думаю, подсказок будет больше. Вы ведь очень интуитивные, мудрые люди. И в свою очередь хочу вас пригласить на свой сайт. Я уже написала, у меня составлен гороскоп до конца сентября. Но это не полный, небольшой, точнее, гороскоп. Это основная, вот знаете, как квинтэссенция, чему нужно уделить внимание именно до конца сентября. Для нас это месяц ясности. И вот как раз финал сентября для нас и призван прояснить некоторые важные темы. Но и каковы транзиты, что вызывают вот такие энергии. Вот это я описала подробно. Поэтому перейдите, прочитайте. Я думаю, подсказок будет больше. Мы с вами идем вперед. Так что же там у вас произойдет в ближайшие дни? Рыбы мои дорогие, любимые, будьте аккуратны. Кто-то надевает маски. Может вам транслировать что-то приятное, хорошее. Или так вот, знаете, как втихаря подкрадываться. Или усыплять ваше внимание. Как будто говорить то, что приятно слышать. А на деле это не про искренность. Значит, и вам самим нужно иметь маску, чтобы вовремя как-то сориентироваться. Может быть, и о себе много не рассказать, между прочим. Но внимательным быть стоит. Хотя, смотрите, я могу предположить, что вы знаете этого человека. В нашем пасьянсе мы можем соединять карты в крайних рядах. И вот у нас уже крайние ряды обозначились. Нож, мои дорогие. Вот. И, может быть, это вы знаете этого человека. Более того, это уже была какая-то ссора. Но давайте посмотрим до конца. Вы уже тогда человек, знающий, от кого чего ожидать. Ну, может быть, и не замечтаться какой-то момент. Может быть, есть и возможность, знаете, как нивелировать вот эту конфронтацию или ссору. Может быть, отходит уже на второй план. Но тогда мы и не верим где-то, потому что ну, там, нам тут явно что-то понятно, очевидно, и мы уже на авось не надеемся. Но тут ведь задача о себе не проболтаться, не рассказать о каких-то своих планах. А у вас могут выспрашивать, вытягивать словно. Или какие-то беспардонные вопросы задавать. Умейте хранить молчание. Умейте себя сохранять. Опять же, ваша интуиция. У вас сейчас сильная позиция. Корона – символ власти. Я не исключаю, что это вам придется, ну, буквально, может быть, у кого-то чиновники, у кого-то по работе руководитель или какие-то, ну, и представители, может быть, законной власти, такое тоже я могу предположить. Вам предстоит общение. Но это, знаете, нужно, ну, как на равных. На равных это не значит, что мы там, с одной стороны, как ногой шаркаем, да, реверансы отвешиваем, но и гордыня-то она нас вперед не несет. А вот на какой-то такой позитивной ноте, когда мы более внимательны к собеседнику, тем не менее, и пытаемся услышать то, что он и сказал, и где-то между строк уловить какой-то смысл, понимаете? То есть тут надо на равных как-то вам правильно общаться. И значит, ваша позиция будет усилена и еще более. Как-то это вам может помогать. Немного совпадений я вижу, правда. Когда немного совпадений, это чаще спокойное течение жизни. Ну, или как-то вот нет этой скорости, да, вот этого драйва. Своим чередом идет. Даже если вам и приходится, предположим, какие-то перемещения, ну, значит, это не когда все в одну кучу навалилось, и нужно
за 5 минут сегодня сделать то, что вчера нужно было сделать за день. Но, тем не менее, мои дорогие, будьте внимательны. Смотрите, у вас выпадает карта колокол, значение точнее, колокола. И это неожиданная новость. Может быть, это с кем-то из знакомых связано. Может быть, это будет связано с работой, да. Может быть, это будет связано даже средства массовой информации. Что-то вы такое тут услышите, и это не вы инициировали. Но учесть это придется. Если мы сказали сентябрь, месяц ясности, примите в расчет то, что если нам судьба как возвращает какую-то прежнюю историю, ситуацию, то это не случайно. Значит, нам, скорее всего, и выводы, и выбор какой-то, может быть, придется сделать. Или как-то правильно провзаимодействовать, найти дополнительную информацию. Но или решаться на что-то, или решать придется. Или если, допустим, какой-то человек возвращается с какой-то темой, да, вот вопроса, значит, тоже вот, может быть, это и последние аккорды мы какие-то ставим, играем как будто. Или, может быть, наоборот, новый человек, новая какая-то история, новая совершенно стезя. И тогда это тоже вам для чего-то нужно. Вот поэтому будьте внимательны. Здесь вот так вот запросто не отмахнешься. Тут анализировать придется, поэтому и месяц-то, в общем-то, ясности. И планетарные транзиты нам в этой ясности и помогают. Поэтому будет сильная позиция дважды, если вы где-то готовы корректировать собственные планы. И часто так и проигрывается по колоколу. Придется какую-то вносить коррекцию. Смотрю, что у вас еще совпало. И смотрите, дорога. Может быть, это будет где-то связано, смотрите, с тем, что вам куда-то отправиться нужно. Или к вам едет кто-то. Или какой-то человек. Может быть, это связано с личной жизнью, с работой, у кого что. Когда он внезапно куда-то уезжает. Или вынужден уехать. Но есть какая-то тема, которая требует, может быть, не непосредственно вас самих, но переключение все же на решение какой-то задачи. Смотрю, что еще у вас совпало. Может быть, ожидание этой дороги, кстати. Когда выпадает листва, это ожидание. Хотя рядом у нас как раз и маска. Это может быть человек какой-то ожидает либо приезда, либо отъезда, либо какой-то дороги, либо вашей дороги, либо где-то он сам собирается. Ну вот есть, мне кажется, взаимосвязь. Хотя тут это могут быть и не связанные между собой события. Есть определенная персона, есть само по себе ожидание. Там, может быть, это вы наблюдаете вот так, одев маску. Я этого тоже не исключаю, потому что прежде была ссора. И это было бы, вот, кстати, очень правильно. А какой-то вопрос, связанный с поездкой, с переездом, с дорогой, посещением чего-либо, или уехать на местности и там, на этой местности, решить с конкретными людьми вопрос, видя своими собственными глазами. Тут у каждого, понимаете, какая-то своя конфигурация. Но есть тут и над чем поразмышлять, но вроде как и действовать-то тоже. Есть с чем или с кем взаимодействовать. И больше я не вижу совпадений, мои дорогие рыбы и рыбки. Давайте мы с вами узнаем, в чем риск. В чем риск для вас? В чем ближайшее время для вас риск? Что нам подскажут карты Таро? Ну, наверное, риск, если вы что-то не продумаете. Вот попажу это, знаете, больше на эмоциях. Вот. И незрелость, какой-то инфантилизм. Или когда мы наоборот, нас что-то вдохновило, и вот мы уже раскисли. Вот в этом тоже будет риск. Нам уже сказали, нет, ну ты держи-ка руку на пульсе. Может быть, это когда какая-то весть пришла, и мы думаем, какой-то вопрос решится сам по себе. Но этого тоже не произойдет. Опять же, инфантильность проявлять в пустых надеждах явно не стоит. Но давайте я сама достану карту. В чем риск? В чем риск в ближайшее время? Правда, куда-то поехать надо? Или переезжать, или съездить. Все то, что я говорила. По 8 кубков мы находимся в состоянии выбора.
Мы ищем правильный выход какой-то из создавшегося положения. И, может быть, для этого, как или поездку, нужно осуществить. Может быть, банально поездка, записаться к чиновнику на прием. Ну, я к примеру говорю, чтобы прояснить, как в отношении вас работает закон, какие-то положения. Вам нужно что-то знать наверняка. И вот, может быть, от этого наверняка иногда, опять же, корона, ну, может так косвенно свидетельствовать о том, что ты должен учитывать законы или какую-то систему, в которой ты живешь. Может быть, отчасти и менталитет. Вам нужно сделать что-то правильно и еще одновременно в согласии с законом. Вот я такое могу предположить, поэтому так на всякий случай примите такую подсказку. Если ну, на кону стоит какое-то серьезное дело или вопрос, и каким-то образом это пересекается с вашей мерой ответственности, то тогда нужны правильные действия, и ваш тогда просчет. Но если поездка, то я могу предположить, поездка налегке. Вы можете как-то быстро, спонтанно вот так собраться. Но, может быть, и предыдущая у кого-то ситуация, да, вас подвигнет к таким решениям скорым. Но тогда риск. Не должно быть этого риска. К примеру, может быть, да, какой-то конфликт на работе. Да, ну вот я банально вот такую для примера беру ситуацию. Конфликт на работе уже, как мы говорим, достало. Но вы не можете уходить в никуда. Может быть, уже даже ваша должность такая сладкая, что специально где-то подначивают, пытаются, чтобы вы, ну вот когда вы сдадитесь или психануть, мы можем, да, вот говорим, так вот, когда вы психанете и скажете, а пошли вы все, и уйдете, хлопнув дверью. Ну, а кто-то вот сделает очень хорошо. И кому вы сделали хуже? Самому себе. Потому что вы себя оставили без средств к существованию. Ну, это я как от противного какой-то один из вариантов. Будьте внимательны к своим решениям, обещаниям, вердиктам и того, что вы транслируете, то, что знают о вас люди. Ладно, ну-ка давайте узнаем, а что вас удивит? Что это такое вообще вот? Не успела спросить, и нам 13-й аркан. Но я надеюсь, все правильно понимают, что это не про смерть, это завершение. Может быть, вы узнаете какую-то новость, хотя я такое могу допустить. Меня смотрят люди из разных стран, но все же очень крайне редко так проигрывается. В основном всегда ведь это карта трансформации. Это что-то завершается в вашей жизни. Может быть, для того, чтобы это завершилось. Или пока вот мы куда-то уйдем и окончательно поставим точку. Какие-то, ну, знаете, события, череда каких-то новостей, проявление людей, ну или еще каких-то вот взаимодействий самых разных, она должна пройти, прежде чем мы этот вывод или решимся на что-то, или опять же что-то решим. Но, судя по всему, удивить нас может, что вы как будто в чем-то ставите точку. Может быть, эта история тянулась очень долго, а вот теперь вы себе сказать можете, пора. Давайте эта карта перевернулась. Оставим так. А теперь сама достану. Ну, так с вами говорят карты. Кому-то, может быть, не для всех. Это важно услышать, что вас удивит. Новая дорога, новые возможности вас удивят. И тогда 13-й аркан вполне логично выпал, потому что куда-то мы сами не пойдем. Мы уже и не оглядываемся. Это выбор, скорее всего, между двумя путями, дорожками какими-то. Но это будущее. Паш, это еще нам предстоит что-то изучить, применить к себе, к своей жизни. Или нашу тему, наоборот, применить к жизни или как-то ну, дать ее или поставить ее на какие-то рельсы, прежде чем мы будем получать, к примеру, доход. Иногда по жезлам это дела, работы, бизнес или откуда к нам приходят деньги. Вот что удивит. Ну, какая-то конфигурация по части, может быть, и дохода или каких-то возможностей. Вас тут тоже может отчасти удивить. Может быть, и человек какой-то. Дети, кстати, могут удивлять иногда по этой карте. Но все же, Паш, есть определенная незрелость. Но в основном, я так думаю, вас удивит какая-то новость, сообщение. И я говорила, да, вот тоже арканы пасьянса где-то вторят тому же. Ладно, а что прояснится? Любовная история. Ну, короче, тут что-то прояснится к вашей радости, мои дорогие, туз кубков. Ну, пусть даже, знаете, вот
Ну, какие-то камни с неба. Но для вас это к возможностям и радости. Пусть, может быть, даже вы услышите такую новость, мои дорогие, когда, ну, вот 13-й аркан. Это у кого-то, ну, какое-то либо фиаско или что-то вот как не стыкуется, не идет, а у вас как раз идет. Или то, что не стыковалось у кого-то, для вас может быть наоборот с какой-то стыковкой или открывает для вас возможности. В жизни у нас всегда все уравновешивается. Поэтому даже к подобным метаморфозам будьте внимательны. Мы можем всегда, ну, как колокол, да, или 13-й аркан, мы можем так замереть в ступоре. А что это такое вообще? Это куда? Куда это вот применить? На голову не налазит, да, есть такая фраза. А тем не менее, вот в отношении вас-то самих, это вам пытается пространство, Вселенная, как будто бы помочь. Будьте внимательны. Тут именно что-то идет к радости, к возможностям. Ладно, давайте мы узнаем. Личная жизнь, любовь, отношения. Энергии посмотрим. На ближайшее время слушайте свою интуицию. Тут что-то скрыто. Может быть, это вы то, что скрывали, и вы будете прояснять. Вообще нам карта говорит, не беги впереди паровоза. Есть такая тема, ну, где-то нам говорили, ну, как, может быть, вот этот риск не поставить как телегу впереди лошади, и что, куда кто поедет. Ну, так вот условно говоря, да, как это дело продвинуть. Или когда вот я на примере говорила, когда, хлопнув дверью, мы уходим с работы и сами остаемся, ну, без средств к существованию. Здесь вам перед тем, как сделать какой-то важный шаг, нужно очень хорошо продумать и буквально слышать свою интуицию. Это что? Выбор, опять же. Причем, смотрите, интуиция вам дает правильные подсказки. Сентябрь у нас еще такое время, пожалуй, вся осень будет такая, когда будут события, новости в нашей жизни, которые, знаете, ну, не поддаются логике, может быть, и здравому смыслу. А на уровне подсознания, интуиции, когда мы можем что-то просчитать. Может быть, из разряда очевидное и невероятное, правда? Мы не предполагали что-то, а оно возьми да крутани в какую-то другую сторону. И это от нас не зависит. Это именно какая-то внешняя тема. И вот нам, словно какая-то девушка от ведьмочка, у нас второй ведьмочек, бросает ножи по мишени. Обратите внимание, она с закрытыми глазами, интуитивно, и попадает в яблочко. Это все то, что я сейчас говорила. И это какая-то тема на отношения, на личную жизнь, семейную жизнь. Или, может быть, какие-то важные решения по части родственников, да, каких-то моментов таких стыковочных. Но выбор делать нужно, потому что это какая-то путаница, она должна быть завершена. Поэтому слушайте подсказки собственной души. А вы, мои дорогие любимые рыбы и рыбки, вы очень мудрые. Даже дети, рожденные под вашим знаком зодиака, они мудрецы, самые натуральные. Ладно, давайте узнаем. Тема финансов. Ух ты, получение денег, возможности, какой-то итог. Что-то у вас тут получается. Но мир, это вас что-то радует. Я тут вижу больше возможностей, правда. И, может быть, это какой-то итог тому, что вы раньше хотели, а теперь вам эту возможность как таковую, возможность заработков предоставляет как пространство. Или вы сделали, понятно, пространство. Я допускаю его величество случай, я такое допускаю. Но тут ведь случай может быть совсем неоднозначный. Мы говорим, может быть, это для кого-то камни с неба. Но вот, видимо, взять себя, может быть, в руки, какую-то тему финансовую решить, я тут вижу, вам придется. Но оно того стоит, потому что вы можете остаться довольны. И это вполне вероятно имеет еще и какую-то долгосрочную перспективу. Старший аркан, тут словно сама Вселенная вам помогает. Ладно, сфера достижений, работы, учебы, у кого что. Добрые дела наспех не делаются. Может быть, что-то вы уже и подводите к завершению. Но тогда приготовьтесь к тому, что придется много работать. Чего, много, и, может быть, и много изучать. Детализация проходит, инструкции. Когда мы очень внимательны, когда из малого строится что-то большое. Часто эта карта тоже символизирует
своеобразный марафонский забег лет на 10-20. Это вы можете приступать к какому-то делу, которое потом будет иметь перспективу. И тут, знаете, не отказаться, тут перед вами, правда, судьба какие-то врата может открыть. И мы ведь можем и не выбрать это. Или мы, пусть это на личную жизнь, но у вас тут старший аркан, не совсем тут про любовь может быть, а именно какая-то ваша личная задумка, которая вашей личности касается. И тоже своеобразный выбор, соглашаюсь или нет, буду я в чем-то участвовать или нет. А тут надо понимать, в чем мы участвуем. Ну, как будто если мы с чем-то соглашаемся, то мы соглашаемся это делать на длительный срок. Вот такой момент тоже будет. А для кого-то из вас, если вопросы касаются регламентов, документов каких-то, тут быстро не пойдет это дело. Опять же, почему? Потому что мы можем столкнуться с чиновниками. И да, бывает такое, для того, чтобы получить какой-то документ, нужно 5 каких-то подготовить других. Может быть, дождаться, пока тебе ответы придут на какие-то запросы или готовые бумаги будут. То есть, ну вот регламент иногда по этой карте тоже идет. Но мы, опять же, мы не нервничаем. Мы тогда понимаем, что, ну да, порядок есть порядок. Порядок, кстати, и организация своей жизни по-новому, по этому аркану тоже проходит. Поэтому будьте внимательны. Тут действительно перед вами пространство помогает решить какие-то вопросы и открывает новые перспективы, хотя несколько нетрадиционным путем. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые рыбы и рыбки. Я благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за ваши волшебные комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.